Не спрашивай, этого знать нельзя, какой мне и какой тебе жизни конец боги дадут, олив каноэ, и не искушай вавилонские числа. Лучше принять все, что произойдет. Много ли будущих зим Юпитер подарит нам, или это последняя, та зима, что сейчас разбивает Теренское море о скалы из Пемзы? Мудрой будь, вино очищай, и до короткого срока надежду долгую укороти. Пока говорим, убегает враждебное время. Живи настоящим, как можно меньше наивно будущему доверяй. Разве не удивительно, что слова «Carpe diem», используемые на протяжении веков как выражение веселого оптимизма, происходят из стиха, который звучит настолько серьезно, даже трагично. Это стихотворение было написано 2040 лет назад, когда Горацию было 42 года. Это была не последняя зима его жизни, Юпитер дал ему еще 15 лет, но он действительно умер прямо на пороге зимы, на 5-й день перед календами декабря 746 года от основания Рима. Или, как мы выражаемся сегодня, 27 ноября 8 года до нашей эры. И когда я произношу слова «до нашей эры», я представляю себе, как был бы изумлен Гораций, когда он писал этот стих и думал о будущем, если бы мы сказали ему, что величайшие изменения в жизни империи и мира, даже изменения того, как люди считают годы его собственной жизни, произойдут не из-за его могущественных друзей в Риме, таких как император Август, а из-за маленькой девочки, которой сейчас всего несколько лет, которую зовут Марьям и которая живет в далекой провинции Римской империи под названием Галилея. Когда я читаю это стихотворение на латыни, меня всегда поражает, что мы видим эти слова такими же, какими миллионы людей читали их тысячи лет. Римские императоры и люди, которые писали Новый Завет, для которых это было уже знаменитое древнее стихотворение, и великие писатели, создавшие литературу, которая стала краеугольным камнем тех самых языков, на которые я снова перевел его сейчас. Мы не знаем, было ли имя Левканоэ именем реальной женщины. На греческом языке оно означает «белый» или «чистый ум», где леукос – это белый или чистый, как в словах лейкоциты – белые клетки, или лейкемия – белая кровь, или лейкопластырь – чистый пластырь, а нус – это разум, как в словах ноосфера, гностики или когнитивный. И это имя прекрасно соответствует совету сохранять свой разум чистым от неприятностей и забот, как будто мы отфильтровываем осадок из вина, и наслаждаться каждым днем таким, какой он есть, потому что мы никогда не знаем, что принесет будущее. Туне квазерис, сцирene фас, quem mihi quem tibi, finem didedarint, leuconoe, nec Babylonios, temptaris numeros, ut melius, quid quidarit pati, seu plures chemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugarit invida, et ascarpe diem, quam minimum credula postero.